Всем привет! И сегодня я хочу рассказать вам про список самых трогательных фильмов, которые вызовут слезу даже у взрослых мужчин. И сразу скажу, это не топ, а просто список, составленный случайно. Здесь невозможно просто расставить, кто лучше, кто хуже. Они все бесподобны, и я решил сделать просто список. И в этом списке не будет фильмов, которые уже есть везде. Что-то вроде «Хатика» или «Зеленой мили». Итак, поехали! Многие предвзято относятся к людям, которые плачут во время фильма, считая их слабыми. Но, само собой, это не так. Эти люди просто способны прочувствовать состояние другого человека, исходя из его ситуации и выраженным эмоциям. И как по мне, то такие люди наоборот сильнее, потому что они не боятся сопереживать другим и выражать эмоции такими, какие они есть, а не скрывать, боясь осуждения. Итак, давайте перейдем к 8-му фильму. А под номером 8 у нас фильм «Путь домой». Это фильм о собаке Белли. Молодой парень по имени Лукас находит бездомного щенка и решает его приютить. Лукас становится для Беллы настоящим другом, без которого она не может жить. Однажды грустные обстоятельства разлучают Беллу и Лукаса, и она оказывается в 400 километрах от хозяина. Она не может выдержать долгой разлуки и решает найти путь домой. И неважно, насколько этот путь будет сложным и длинным. По пути она находит много друзей, хороших и плохих людей, но Белла не остановится ни перед чем, и во что бы то ни стало вернется к своему хозяину. Этот фильм очень добрый и трогательный. Он приклеивает вас к экрану с первой минуты, и на протяжении всего времени дарит вам только хорошие эмоции. Он отлично подходит для семейного просмотра с чашкой чая. Под номером 7 фильм «Чудо». Август Пулман родился с генетической аномалией, которая лишила его лица, и 27 пластических операций так и не помогли ему выглядеть как все дети. Он очень любит Хэллоуин, потому что в этот день он носит маску и выглядит как все. До 10 лет Оги учился дома, но потом его мать Изабелл и отец Нейт решают отдать мальчика в школу, чтобы он привыкал находиться с людьми. Примут ли его люди? И насколько сложно ему будет в школе, когда его внешность привлекает к себе много взглядов. На протяжении всего фильма вы испытываете кучу эмоций. Радость, грусть, переживания, а в некоторых моментах просто невозможно сдержать слезы. Фильм очень добрый и предназначен скорее для родителей. Детям, наверное, будет скучно. Очень жаль, что таким фильмам уделяется намного меньше времени, чем каким-нибудь «Последним Звездным войнам». Смотреть обязательно. Под номером 6 фильм, который наши идиоты назвали «2+1». На самом деле он называется «Все начинается завтра». Самюэль ведет беззаботную и разгульную жизнь. Но однажды все заканчивается, когда одна из его бывших принесла ему ребенка, Глорию, и сказала, что теперь он отец. Под предлогом отдать деньги таксисту она бросает его с ребенком на руках. Он прекрасно понимает, что растить ребенка ему не по зубам. Он едет в Лондон, чтобы найти свою бывшую и вернуть ей дитё. Но в итоге ему не удается найти горе-мамашу. И вскоре он устраивается работать каскадером в Лондоне и очень привязывается к девочке. И становится для нее просто отличнейшим отцом. Вскоре Глорию и Самюэля в жизни ждут новые тяжелые испытания. Я смело рекомендую смотреть фильм всей семьей. Он очень захватывающий и трогательный. И еще после просмотра вы будете иначе относиться к Флёр де ла Кур. И номер 5, и здесь фильм по соображениям совести. В мире идет Вторая мировая. Юноша по имени Десмонд Дос становится свидетелем, как автомобиль падает на ногу механику. Парень перетягивает ногу и сопровождает потерпевшего до больницы, тем самым спасая ему жизнь. После чего решает пойти добровольцем в армию в качестве медика. И пойдя на принцип, что будет спасать жизни, а не отнимать их, он наотрез отказывается даже прикасаться к оружию, что, конечно же, не устраивает его командование. Это приводит его к издевкам от однополчан и угрозам военного трибунала. Но он все же отстаивает свой принцип и отправляется на фронт. Он искренне хочет спасать как можно больше жизней, и Десмонд выносит из-под огня десятки товарищей, от которых терпел издевательства. Фильм полностью основан на реальных событиях, и Десмонд Дос награжден медалью почета. Будучи пацифистом и единственным солдатом во Второй мировой, который на фронте ни разу не носил оружие.
Эта история очень увлекательная и трогательная, и ни в коем случае не смотрите фильм с детьми из-за откровенных кровавых сцен, которые, к слову, очень круто сняты. А взрослых фильм притянет к экрану и не отпустит до самого конца. И отдельно хочу отметить актерскую игру Эндрю Гарфилда, он великолепен. А под номером 4 мультфильм «Тайна Коко». 12-летний Мигель живет в мексиканской деревне в семье сапожников и мечтает стать музыкантом, как и его кумир Эрнесто де ла Круз, который, к слову, очень глупо погиб, на него упал колокол. Но семья мальчика запрещает ему быть музыкантом и считает любую музыку проклятием. Но, несмотря на запреты, мальчик решает принять участие в музыкальном конкурсе в честь Дня мертвых. Он решает позаимствовать гитару своего кумира, которая находится в его склепе, чем и навлекает на себя проклятие и попадает в мир мертвых. Чтобы вернуться к живым, ему необходимо найти де ла Круза и получить его благословение. У меня серьезно есть знакомые, которые не видели этот мультфильм, считая его детской ерундой, в чем они, конечно же, очень сильно заблуждаются. Мультфильм обязателен к просмотру всем, и взрослым, и детям, и он не будет скучен никому. А когда мальчик будет петь песню «Не забывай», то даже самый крепкий человек пустит слезу и захочет позвонить родным. Этот мульт очень добрый и красочный. Если не видели, то обязательно посмотрите. И под номером 3 у нас фильм «Ла Ла Ленд». Мия подает кофе и мечтает стать кинозвездой, но на кастингах ее ждут одни неудачи. А Себастьян фанат джаза, который мечтает открыть свое джаз-кафе, но вынужден играть мелодии из 2 нот для посетителей ресторана. Однажды они встречают друг друга и вместе идут к своей мечте. Но когда приходит успех, им нужно выбрать между тихими семейными ужинами и мечтой, к которой они так долго шли. Абсолютное большинство людей отталкивает то, что этот фильм в основном состоит из песен и танцев. И я был одним из них, конечно же, так как очень не люблю мюзиклы. Но однажды я себя пересилил и не пожалел. Эмма Стоун и Райан Гослинг отыгрывают на все 100%. А главная мелодия в фильме очень крутая и еще очень долго крутилась в моей голове. И после просмотра появляется какое-то такое странное жизнерадостное чувство. В общем, кто не смотрел, переступите через себя и обязательно гляньте. Не пожалеете. Под номером 2 фильм «Голос монстра». На 12-летнего мальчика Конора О'Мелли наваливается куча проблем. Его мучает один и тот же сон, от которого он просыпается в холодном поту, и который скрывает его самую страшную тайну. В школе его каждый день избивает хулиган, и самое страшное – его мать неизлечимо больна. Мальчику очень тяжело справиться одному с проблемами, и он придумывает огромного монстра из старого тисового дерева, которое растет неподалеку. Монстр рассказывает по вечерам мальчику истории и помогает пережить несчастье, а взамен он просит Конора рассказать самую страшную тайну. Блин, я даже когда писал сценарий, меня пробирала дрожь. Фильм этот очень эмоциональный и совсем не добрый. Не ждите от него радости и хэппи-энда. Фильм совсем не об этом. А актер, который играет Конора, очень правдиво передает каждую эмоцию, потому как у самого актера незадолго до съемок умерла мать. И он действительно переживает каждую эмоцию. Фильм очень специфический, но с задачей вызвать эмоции и растрогать он справляется на 100%. А под номером 1 фильм «Бойфренд из будущего». В ночь после не очень удачного Нового года отец Тима Лейка рассказывает ему, что все мужчины в их роду имеют способность перемещаться во времени, но только в моменты своей жизни. Тим, конечно же, первым делом использует эту способность, чтобы найти себе девушку. Он переезжает в Лондон, где влюбляется в девушку по имени Мэри, и она отвечает ему взаимностью. Но после перемещения в прошлое, чтобы помочь своему другу, он и Мэри снова становятся незнакомцами. Парень пытается ее снова завоевать, десятки раз переживая первое свидание. Этот фильм крайне добрый и позитивный. И это однозначно один из лучших фильмов для просмотра со своей половинкой. Просто налейте по бокалу вина, возьмитесь за руки и приятного просмотра. И вот и третье видео поспело. Я в этот раз решил вставлять не 5 фильмов, как раньше, а 8, потому что 5 как-то маловато для выбора.
Хоть я и могу смело рекомендовать любой фильм из этого списка и из прошлых топов. И следующее видео я хочу сделать о фильмах с увлекательным сюжетом. Итак, спасибо за то, что смотрите, ставьте лайки или дизлайки, если фильмы вам не понравились. Подписывайтесь и пишите в комментариях о фильмах, которые способны растрогать именно вас. И всем пока!